Да, тормоза, понятно. Почему ты уходишь? Почему ты уходишь? Почему ты уходишь? Да, он знает, что с тобой что будет, поэтому... Давай ты поедешь. Не, мы для этого приехали, чтобы ты поехал. Почему меня не спрашивают? Короче, меня хотят прокатить на этом турбаке по серпантинам ночным в Тбилиси, блин. Я очкую пипец. Спереди КАП-2 21 года. Сзади тоже КАП-2, но 15-го. Спасибо, братски. Все, я уже домой хочу. По-братски, да ты чё, гонишь, что ли? 240 встречка. Братан, все. Нет, по-братски, все, я, брат, все, можем уже как договорились, эмоции выходить с ним. Брат, я тебя прошу, давай остановимся. Все, не, я серьезно говорю. Нет. Я тебе клянусь, я так никогда не ездил. Брат, я тебя прошу, брат, по-братски. Брат, высади меня, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, брат. Ты что, вообще, что ли, гонишь, что ли? Брат, как свет включить? Брат, я тебя клянусь, у меня коленки тряслись. По-братски, отвечаю, давай выше не поедем. Ты еще разгон этот взял? Ой, господи, как страшно было. Только все, мы больше не едем. Пообещай. Потому что я охренел. 3 минуты всего лишь снял. Брат, я как будто 2 года пережил. О, офигеть. Я вообще максимально спонтанно приехал в Тбилиси. Я уже не был здесь года 2, наверное, когда я снимал 100-й эпизод. Я был здесь, это был 23-й год. И я приехал буквально на пару дней. И я даже не планировал, что я включу камеру. Но почему-то я ее с собой взял. Офигеть. Какая красивая. Это мы знаем, что сюда этот кейс залетает как домой. Потом вот так вот чуть-чуть оп, и на значок. Апс. Так, пацанва, это 991.2 GT3. Пилота не показываю, но сейчас чуть позже намекну. Мне страшно. В смысле, я не на камеру играю, понял? Сейчас мы пока грелись, все было хорошо. Ну, ты заметил, я молча сидел. Но GT3 прям в своей стихии. Не в городе, а на серпантинах в горах. Это прям то, что надо для него.
помнишь, что было тогда? Офигеть, как круто. Просто, блин, так круто. Мне кажется, в 5 утра я так еще никогда не катался. Но знаешь почему? В тот раз, ну, во-первых, я не понимал, куда мы летим. Сейчас я более-менее уже эту дорогу узнаю. И, ну, конечно, из-за этого спокойнее. Плюс тогда мы были на полноприводном турбаке. А сейчас на GT3, который, ну, понятней. Блин, ну это очень... Я аж вспотел. О, прогрелась. Совсем другое дело. Офигеть. Как красиво. Блин, пацаны, отвечаю. Вот в такие моменты я прям по-настоящему чувствую себя в своем месте. По-настоящему чувствую, что, блин, я живу в лучшем мире. В своем мире, в окружении таких машин. Как от нее пахнет тормозами. Она, кстати, на карбонокерамике, на Мишлене, на КАП-2, в круг, на Поршевском, все нормально. Это нереально красиво. Сейчас в мире проходит главное футбольное событие, которое бывает раз в 4 года. Это чемпионат мира. Вокруг турнира уже настоящий ажиотаж. Лично я буду болеть за Англию. Интересно посмотреть, насколько далеко они смогут пройти в этот раз. В последнее время я активно слежу за турниром, смотрю трансляции, хайлайты. А чтобы оставаться в курсе всего, что происходит вокруг чемпионата, удобно следить за контентом вместе с Фон. У ребят выходит эксклюзивный тревел-формат Фон Тур с места проведения игр, где можно почувствовать атмосферу турнира изнутри. Но на этом активности не заканчиваются. Наши друзья из Фон подготовили для вас розыгрыш 600 миллионов бонусов в приложении. Так что следить за чемпионатом становится еще интереснее. Ну а если вы еще не зарегистрированы, по моему промокоду доступен бонус до 15 тысяч при регистрации. Ссылку оставлю в описании. Так что присоединяйтесь, следите за новостями вместе с Фон и наслаждайтесь месяцем большого футбола. Чемпионат коснется каждого. Мы дождались рассвет. К нам присоединились две черные G-серии. М3 задний привод, переходной рест с мониторами и черная М2. Два, конечно, вообще девочка без тонировки. Черная, прозрачная, full stock. Хорошо смотрится. Мы выехали куда-то очень глубоко и далеко от города, в горы, высоко. Прям реально долго сюда ехали. Я даже не знаю, что это за дорога. И я так понял, ребята особо не распространяют, что это за дорога, потому что они любят сюда приехать покататься. Ну и, собственно, за этим мы сюда и приехали. Чуть-чуть прокатиться, специально пораньше, чтобы не было сильного трафика. Я не знаю, конечно, как это все снимать красиво, все эти перегрузки. Но сейчас посмотрим, как они вообще в тандеме будут ехать друг за другом.
оказывается, как она едет. И это всего лишь 500 сил. И настолько вот все в гармонии, вес, распределение. Она просто... И мы едем, и чувствуется, что у нее еще есть запас. То есть ее еще можно нагружать. Она прощает, реально прощает. И звук этот сзади просто... Я не знаю, что есть лучше. В смысле, аж плакать от счастья хочется. И от страха. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Офигеть. Видно, да, что на ГТ-3 едем? При том, что 17 градусов климат дует. Фу. В смысле, можно даже ничего не рассказывать там про машину, технически, не технически, просто по этому видео понятно, как она ведет себя, как она вообще, что это такое. Болит. А у нее задние колеса под руль, да? Шпилька. Ох, охренеть. Просто как домой заехали. Брат, ты не представляешь, как я сдерживался полдороги, чтобы тебя не отвлекать, понял? Под конец уже я не мог. Ты чё? Тихо. Машина, 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 машина. Ё-моё. Все, там еще, по-моему, была машина. Невероятно красивые дороги. Сюда бы на своей М2 покататься. Просто вот так, спокойно. Ну как спокойно? Без суеты, вот так подышать воздухом, остановиться, пофоткаться. Такой кайф. Камера, конечно, такого всего, всей этой красоты не передаст никогда. И судя по тому, что светит солнце и все равно холодно, мы, походу, высоко в горах где-то. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Какой топ. Локация, тачки, люди. Это Грузия. Ушла. Вот сбросились.
Блин, вот это вот, мне нравится эта тема, что у тебя GT3 по факту не супер мощный, но в нем такие ощущения, вот просто поверьте мне на слово. Вот по прямой, да, он проигрывает даже стоковый М2. Еще мне кажется, вот для таких покатушек какой-нибудь все-таки GT3, какой-нибудь GT3 RS менее подходит, чем просто GT3. У меня ощущение, что GT3 RS, что 992, что 991 настроен более под идеальные дороги. То есть такие дороги с кочками для него не особо комфортны, потому что это именно трековая тачка. Как будто бы у меня такое ощущение. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что вот так вот просто погонять по горам GT3 сильно понятнее и стабильней. На этот звук. Ну что, М2 по прямой наравне, да, шла? Да не, даже он Чуть быстрее, вперед потому что прыгнул. у него есть прошивка. Да, я, кстати, офигел. Он рассказал, что вышла М2 CS, Да, и ты официально можешь Да. зашить машину в М2 CS софт. Это прикольно. Но если бы он был на стоковом софте, то не думаю, что... Shout out finesse, only overdress for success. Never need to do it to impress. It's natural, motherfucker, never break a sweat. Unless I be cross the country doing bunch of sets. Fast bucks, bitch, I'm getting this cash nuts. Gassed up, like a cylinder backed up. Class cuts, opportunity passed up. That's some bad luck, like if you drop in the glass cut. Candy painted. Смотрите, какой экспонат аккуратненько так в центре города стоит. Чисто дополняет уличную культуру старого центра. Это, скорее всего, Бокстер с фарами от 996 в каком-то обвесе, на каких-то даже колесах. Не знаю, что это, но они составные. И, видимо, долго и давно он уже стоит. У него облезший лак, да, это Бокстер, но он очень стильно смотрится во всей этой атмосфере. Вообще хожу вот так по центру и вспоминаю времена, когда здесь была Сильвия, которая приехала сюда своим ходом, здесь покаталась, погоняла на треках, на двух разных, подрифтила, получила новый коллектор грузинский и еще и сама своим ходом вернулась домой. Я сейчас это вспоминаю, у меня это вообще в голове не укладывается, потому что как минимум она даже граундед сейчас не откатала. Блин, это было круто, реально. Я вообще не жалею, что мы тогда приехали с ней вместе сюда. Хоть это и такая машина, которая вообще не готова к каким-то путешествиям, но я это точно запомню на всю жизнь. И очень хочется себе какую-то машину, которая также будет спортивной, но на которой можно будет вот так вот путешествовать по разным странам и снимать про это видео. Все любят Грузию за отчасти, за ее вкусную кухню. И я, естественно, тоже люблю все традиционные блюда этой страны. Но еще здесь есть кое-что, что было только в моем детстве. И больше я этого нигде не видел. Сейчас покажу. Короче, если что, это не реклама Макдональдса. Это реклама соуса, который почему-то есть только в этой стране. Везде, где я был, его нигде не было. Либо если он и был, то он был вообще не такой и невкусный. Это соус карри. Это просто отрыв фляги, пацаны, реально. Для меня это вкус детства. Вкус, когда ты еще маленький, ходишь с родителями в Макдональдс и даже еще не знаешь, что там заказывать, и тебе просто заказывают еду, приносят, и ты ее ешь, и там был всегда этот соус карри. Это просто нереально. Я каждый раз, когда приезжаю в Грузию, не упускаю этот момент. Освежить память. Он, короче, вот такого оранжевого цвета. По вкусу он вот вообще еле-еле острый. И даже немного сладкий. Короче, те, кто шарят, те по-любому поймут, о чем я говорю. Ну а те, кто
ни разу вы не пробовали, обязательно попробуйте. Есть шанс, что ваша жизнь изменится. Ебой. Это ни на что не похоже. И притом есть там у всякого Хайнц, не Хайнц, какие-то сторонние, короче, кислословые карри-соусы. Они и по цвету не такие. Короче, нигде в магазинах я не видел, чтобы он продавался отдельно. Он у нас был когда-то, но его убрали. В Дубае тоже его нет. В Дубае вообще какой-то Макдональдс странный, там даже сырного соуса нет. Но это просто... Мне кажется, я бы его вечно ел. Лютейший топ. Вот, пожалуйста, еще один уличный экспонат. Чисто архитектура центра Тбилиси. Это 964-911, который, судя по состоянию, тоже заброшенный. Блин, прикольно. Он даже как будто бы в хорошем состоянии. На бежевом салоне. Даже не гнилой, не ржавый. Аккуратный. Его бы помыть. Да и кататься. Все на месте. Фарки, поворотники, резиночки. Вообще хороший. Красота. Даже не верится, что из этой машины появился GT3, на котором мы катаемся в этой поездке. Как бы в Грузии, грузинский эпизод. А вот это с сыром, это с мясом. Ты думаешь, мы это съедим, да? Мы это съедим? 25 хинкали на дом. Это невозможно. Брат, 4 максимум, и мне плохо. Что 4, брат? Я говорю, А это что, мед? это должен там внутри. Сейчас покажем. Так, показываю. Вот так прям рукой. Можно даже двумя. Берешь, брат, а можешь мне чуть перца насыпать? Чуть-чуть? Чуть-чуть. Вот так чуть-чуть. Чуть-чуть можно вот так для вкуса приперчил. Все, спасибо. Дальше ты надкусываешь. И внутри сок надо выпить. Если хоть капля падает в тарелку, все, можешь в Грузию не возвращаться, правильно? Да. Все, вот так аккуратно берешь. Так. Прям в смысле, чтобы там сухо было, надо сделать, правильно? Ничего не съели. И вот так кушаешь аккуратно. Топ пипец. Но я не могу их много есть. Ну, в смысле, за раз. Не знаю почему. Это очень вкусно. Брат, ну как дела? Законы становятся такие, что плохо. А расскажи, кстати, это очень смешно. В общем, у нас никогда не было законов насчет громкого выхлопа. Да. И сейчас ввели закон очень по-тупому. Они не замеряют децибелами. У них нету децибелометра, или как у нас. Ну да, шумометра. Они завели закон по самовольно помененному концу выхлопа. По визуалу, короче. Да, вот визуальную часть конца, вот головка вот эта. Ага. Если у тебя стоит не стоковая, то они заберут на штрафстоянку. Им все равно, у тебя даунпайп, не даунпайп, стоковый, не стоковый. Когда вот этой случае поменен, они заберут машину на штрафстоянку на 10 дней. Или ты можешь там апелляцию подать. Ага. И это ждать еще месяц вообще. И машина на штрафстоянке все это время? Да, но при этом, если у тебя правда поменяны, и тебе надо менять всю трассу,
ты не можешь туда завести ни эвакуатор, ни подъемник, ни механика, чтобы это поменять. То есть машина там остается навсегда. Навсегда? Когда-то ты увидишь. Но они не додумали еще, походу. Вот, и сейчас через неделю должны исправить. Я думаю, завезут вот этот децибелометр, Ага. будут заменять децибелы, а визуальную тему я надеюсь, что оставят. Ну, это Потому нелогично что это же вообще. Вообще никакие мысли. То есть, если у тебя тачка на пайпах, но Да. сток насадки, ты не нарушитель. Да, вот, например, у нас есть очень много машин, переделанные витом или нагрузкам, типа под М-ки. Да. Например, 535 переделана под М5. И у нее вместо 2 выхлопных 4. Все, они еще считают, что это переделано, и они забираются. Интересно. Они, не разобравшись, сами не понявши, что делать, начали всех оштрафовывать, у всех забирать. Это началось с мотоцикла вообще. А, да. В Грузии очень плохая страница есть на Фейсбуке и Инстаграме. На русский, если перевести, получается, мой город меня убивает. Где люди жалуются. Так, где типа? люди жалуются, Такое выкладывают везде видео, где в есть. 2 часа ночи кто-то громко проехал. Ну, понятно. И из-за них это все началось. Начали мотоциклы отнимать у всех, даже у кого стоковые выхлопа. У кого не стоковые, тем более забирают. Блин, ну это волнами, мне кажется. У нас тоже такое есть. Но оно вот бывает в пике, а бывает все забивают. Вот у нас Я думаю, у вас первую так же. неделю ужас был. У меня тоже Ага. мотоцикл, я вообще поставил, он стоял. И Ага. на машинах тоже все боялись, город опустел вообще. Потом тихо-тихо начали появляться машины. Но проблема осталась все равно. Вот через неделю должны внести изменения, я думаю, что все исправится. Ну, надеюсь. У нас просто сегодня что? Сток насадки, братан. Сток насадки, Но Stage 2 с даунпайпами. А им все равно, что даунпайп. Ну, Главное, понятно. чтобы насадки Не, стоковые. насадки сток, мы не нарушители. Ну что у нас этот эпизод Виталик пассажирка продолжается. Сейчас мы выезжаем замерять 720-й Макларен. Я, кстати, ни разу не катался, только на 570-м. Если честно, он у него почти год. Я сам первый раз нормально сел в него. Ну вот я тоже первый раз сегодня в него сяду. Для меня это прям какой-то темный лес. Макларен, и я знаю, что это очень быстрый, но что это, я не знаю. У меня почти ежедневный контакт с Феррари. Да. Все 90, GTB Да, и да, так да. далее. Ты на тех ты спокойно, ты чувствуешь разгон, она не буксует, это все спокойно происходит. Ага. А здесь ты даже в моменте боишься, потому что она там буксует, там что-то орет сзади, он рулит, короче, это руль дергается. Эмоциональная Блин, ну машина по интересно, сравнению с интересно. Феррари. У Lamborghini нет такой машины. Она конкурент у Феррари у кого? SF90? Нет, она конкурент даже не SF90, а из новых это 296 GTB. 296. мгм. А из старых, потому что она его поколение, это писта. 488 писта. То есть писта по мощности такая же? И по мощности у нее также 700 или 720 Да. сил, вот так. На треках у них разница в миллисекундах почти. А, да? И они очень похожи. М. У них времена почти одинаковые, 100, 200, 0, 100 и так далее. 400 километров. Ну да, и двигатели V8, турбовые. Ну да, Да. идеология Они та прям, же. очень похожи. Блин, так рад тебя видеть. Ты Я тоже. так вырос за 3 года, реально. Повзрослел прям. Повзрослел, Да, красавчик. Так, ну что тут жмать? Да, вот так. Слева или справа? Есть. Не, вот это, конечно, стиль бешеный. Просто на эту дырку. Так. Мне кажется, таких больших людей в этой машине еще не было. Нормально. Зафиксировался. Так, а закрывать ее... Присоска есть. Реально? Доводчик? Кайф. Крутяк. О, ничего себе, тут панорама. Да. Это рестайлинговая, а у Дореста была проблема на треке, когда сильно, здесь же очень большая перегрузка, на крышу идет. Да. Эти трескались. Трескались? Сейчас они... Сейчас это сейчас Gorilla не Glass, вот как на телефоне, то что А. это бронь. Технология. А, это у него вот этот спидометр, да, вот так ложится? Да, да, это да, от да, режима? да, да, или... да. Вот когда сейчас спорт включим, он, ну, можешь ты сам его как хочешь так ставить, но ага, в спорте он по дефолту ложится. прикольно. О, я так не езжу, мне просто все равно лучше видеть и Ага. покрышки, и все Ну видишь, да, а да, там... информации больше. Да. Вот сейчас, если я это включу, Прикольно. Брат, это мы что льем? Спирт.
Спирт? Это новое. Это новое? Но разбавленный с этим, с бензином. Да. Не в чистую. Бакен уже Да. разбавляется. То есть тачка зашита под это. Или на ней и в стоке можно так? По-моему, в стоке можно, да. В стоке, по-моему, у нее E10 или E20 можно. Е10. Или Е. Да. Ну, Даже здесь- М2, по-моему, можно. Да. На лючке Так как здесь написано. еще программа, у нас стоит 2, так как у нас здесь нету сотового бензина. А, ну да. Как вам вообще полицейские машины в Тбилиси? Чисто пацаны на Витен приехали. Это очень сильно. Чисто на Скоро В10. пополнится автопарк вообще. Феррари, Ламбо и так далее. Да блин, Феррари, Ламбо, ладно, а Е60 это ж вообще... Еще есть F10. Это очень сильно. Интересно, Это какой у новое. нее пробег. Можно спросить, если хочешь. Реально можно? С камерой подойти к нему? Ну, с камерой я не знаю, но лично можно подойти. Это очень круто. В смысле, это не шутка, это реально полицейская машина в Тбилиси. Да, вид в зеркало хороший. Да, прикольно там, когда я первый раз на ней ездил, да, я смотрел в зеркало, и когда тормозил, это антикрыло А, поднимается с поля? поднимается. Ага. Оно, кстати, сейчас закрыто? Сейчас оно приподнято. Чуть-чуть, да? Да. Но оно само поднимается только на тормозе. На да? тормозе она именно встает вот так, а если мы поедем на прямой, да, с полным газом, то она вообще ляжет. Ну да, чтобы не мешать, не сопротивляться. Так, ну расскажи теперь самое интересное. В общем, что ты сам, в принципе, настраиваешь машины здесь, в Тбилиси, и ты эту машину сам прошил. Да, сам прошил и прошил, ну, такой настройки или такого солюшена я еще нигде не видел. По идее здесь мотор, коробка и турбины то же самое, что на McLaren Senna. Вот то, что часто мы делаем, допустим, на BMW, это записываем туда ОМ прошивку от GTS M4 на F-серии. На G-серии, на M2 можно записывать CS и так далее. Поэтому я взял, нашел стоковый исходник McLaren Senna и перебрал эту прошивку под Senna. По идее, сейчас у нас распределение мощности точно так, как на McLaren Senna. Офигеть. Да. А Ну, в посмотрим. Макларене Сиена сколько сил? Там 810 заявлено, но она показывает больше. Здесь же 720 заявлено, Да. но она на моем стенде показала 785. Нифига себе. Да. Нормальная разница. А на сцене, вот на этой прошивке, она показала 790 колесных. Но это где-то Офигеть. 950 до 950 сил. 950 сил. Заднеприводная машина. С весом там 1400. 1400 веса. Мы в Тбилиси. Офигеть. У меня уже там все заворачивается. Это мы просто прогреваемся. Зацепа нет. Зацепа нет, а она ускоряется все равно пипец как. Вообще ей как будто не очень много места надо, чтобы замерить 100-200. Да. Ну, попробуем. Я даже ничего не понял. А мы буксовали или Не, ну сейчас нормально? не знаю сколько. 4.08. 4.08 Ну, в смысле, человека, да, без меня ты бы выехал из 4. Охренеть. Ну, если выключить еще антипропульсовку, она еще быстрее Ну поедет. да, и меня высадить. Если с ланча поехать с места. Можно, но время не будет такое хорошее. Да. Вот эта
система, что она ланчует тормозами, да, помогает? Да, ланч здесь очень хороший. Для вот соревнований на драге ланч очень хорошо работает. Никогда не промазывает и всегда она едет одинаково. У меня самое хорошее время на квотере получилось там 9,7. Офигеть. Это плюс без... у нас нельзя клей, ничего. Да, простом асфальте. простом асфальте. Короче, суть старта с тормозами, что машина так настроена, что она не дает буксовать задним колесам за счет того, что тормозами ловит колесо, которое пробуксовывает. То есть по факту глушит машину. Но за счет этого она едет лучше. Правильно же? Да. Здесь это как торг-векторинг, но система. Здесь интересно то, что нету блокировки. Это все делается именно вот тормозами. Да, очень прикольная система. И прикольно, что она результативная. Макларен Эффективная. говорит, что они специально не поставили блокировку, там они сэкономили, не знаю, там 7 кило или меньше. Так, ланч Ланч. старт. Кнопка ланч. Ух ты! Ну, было скользко, Ну да, но очень круто. но она все равно держит. Да. Да, очень круто. Ну, 4.05. Да. Примерно так, друзья. Слушай, ну давай высади меня, прокатись сам. Можно. Ради Да, интереса просто. Ну, честно, я примерно такого и ожидал от этой машины. Что это супер взбитый, стабильный такой робот-автомат, который очень быстрый и, блин, ну 4 секунды это жесть. 100-200, 4 секунды, алло. Ну как? Ну, получилась тройка, но... А, 3.96? Круто. Блин, ну все равно круто. Вообще, прикинь, прикольно, когда у тебя прошивка не CS или GTS, а Senna. Да. Прошивка Senna, У оригинальная. нее шины 4S, Да. асфальт холодный. Да, не, скользко очень. Я сейчас найду, кажется, я ехал 3.7 лучше. Если я найду. Вот. 3.8, 3.76 Да. Но это 16 градусов и на сликах. на А сликах. сейчас 20-21. Ну да. Тогда да. Базару нет. No one ever saw me cry until I left the party the other night. Do you remember all the things that you said to me that came out of his mouth? But I'm too used to saying I just wanna hear you say I like you. Тбилисский карспотинг продолжается по заброшенным машинам.
Мы уже встретили и 911, и Бокстер заброшенный, но то, что мы сейчас нашли, я, конечно, не знаю, заброшенный он или нет, но стоит тут долго, да. Поэтому можно сказать, что это просто машина в коллекции, не знаю, как просто вложение денег, но такого я точно не ожидал здесь увидеть. Офигеть. Стоит просто в тишине, в покое, в чехле. Брат, слишком нагло будет, если мы чуть-чуть вот так приподнимем. Думаю, что мы можем. Ну, Можем? только Чуть-чуть. минимально. Да, пацаны, это Carrera GT в сером цвете. Номера мы не будем показывать, но это одна из самых. Офигеть. Ну все, закарспотили так закарспотили. Красота. На керамике. На центр гайки. Они на все на Ну да. Офигеть, у него подкрылок карбоновый. Ты знал? Да. Круто. Красотка. Просто топ. Все, ладно, пусть спит. На ней слишком дорого просто ездить. У нее только сцепление стоит 40 тысяч евро или долларов, поэтому пусть стоит. Когда-нибудь ее просто задорого продадут и все. Это была максимально спонтанная поездка. И, как я уже говорил, вообще не планировал снимать, но сложилось все как должно было. Грузия, как всегда, топ. Всем пацанам, с кем мы тут виделись, с кем общались, огромный вообще респект. Я в восторге. В очередной раз сюда приезжаю и не хочется уезжать. Такое здесь очень редко, можно быть, я так думаю. Нам повезло, значит. Очень повезло. Спустя несколько месяцев после съемок этого эпизода в ноябре не стало Димы. Благодаря ему Грузия для меня стала родным местом. И если бы не Дима, грузинские эпизоды не получились бы такими насыщенными и, возможно, вообще не получились бы. Он был моим другом, который всегда был готов прийти на помощь, был невероятно добрый и жизнерадостный. Он был талантливым фотографом, который любил и жил тачками так же, как и мы, и умел по-настоящему дружить. Спасибо тебе за все.